Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня немного впечатлений от первого эпизода Дома Дракона. Осторожно, в выпуске будут сюжетные спойлеры про важные моменты премьерной серии. Дом Дракона от HBO — это политическая драма, трагедия, семейная сага и приквел к очень известному сериалу. Все эти характеристики в первой серии «Наследники Дракона» работают в пользу приквела. Все за исключением его связи с «Игрой престолов». Культовая франшиза больше не имеет того веса, который имела до того, как финал сериала разочаровал и фанатов, и критиков. Эта неудача — бремя, которое вынужден нести Дом Дракона. Несмотря на то, что сериал отчаянно пытается утвердиться в качестве самостоятельной истории, ему с трудом удается выйти из тени своего предшественника. Откровенно говоря, Дом Дракона постоянно со вступительных титров отсылается на предыдущий сериал, что идет ему во вред. Не имеет значения, за сколько лет до Дейенерис Таргариен происходит эта история, потому что само использование имени Дейенерис в качестве эталона служит напоминанием нам о том, что как бы мы ни старались отделить эту конкретную трагедию от трагедии Дейенерис и от слитого финала «Игры престолов», все грядущие события все равно являются частью одной и той же картины. И оттого становится сложно действительно переживать за Таргариенов, ведь они все равно потерпят крах. Впрочем, есть и нечто поэтическое в том, как сериал выстраивает падение дома вокруг идеи о том, что в конечном итоге Таргариены никогда не смогут проиграть внешнему врагу. Вместо этого нам говорят, что единственное, что может разрушить Дом Дракона, это он сам, что верно в принципе и для этой истории, и для Игры престолов. Но лучший способ насладиться сюжетом, на мой взгляд, это отделить то, что происходит в Доме Дракона, от того, что произойдет позже в основном сериале. Что опять же трудно сделать, когда в центре повествования находится девушка с платиновыми волосами. Рейнира на данный момент не такая убедительная героиня, как Дейенерис, но она все равно симпатична, особенно если учесть, что зрители все равно не смогут отвлечься от поисков подвохов и социальных комментариев во время просмотра. В любом случае, для фанатов фэнтези Рейнира — законная наследница, независимо от того, родится у нее брат или нет. Спойлер: нет, но даже отсутствие прямого наследника мужской линии не умаляет чувство несправедливости доставшейся ей короны. В конце концов, ее отец Визерис оказался на троне вместо Рейенис только потому, что был мужчиной, а значит, правильным и логическим политическим решением в условиях таких традиций, с его точки зрения, было бы сделать наследником своего брата Дэймона, а не дочь Рейнира. Но где короли, там и махинации, и иногда война может быть вызвана всего лишь одним решением. В общем-то, первый эпизод практически полностью состоит из экспозиции. Он начинается с того, что Рейнира — беззаботный ребенок, который жаждет быть любимицей отца и все еще наслаждается своей свободой. Заканчивается же он тем, что на ее плечи ложится тяжесть короны. Но в этом эпизоде также закладываются ее отношения с окружающими людьми, которые будут определять ее дальнейшую историю. Мать, которую она потеряла слишком рано, отец, который неохотно делает ее своей наследницей, лучшая подруга, которая однажды станет ее злейшим врагом, и дядя, который однажды станет ее самым большим союзником. Мелиол как вполне хороша в роли Рейнира, особенно в сценах с Элисентой Хайтауэр в исполнении Эмили Керри, то есть рядом с ее ближайшей подругой и дочерью Отто Хайтауэра, десницы короля. В момент, когда Визерис теряет свою жену, а Отто Хайтауэр устраивает появление своей дочери в нужном месте в нужное время, чтобы привлечь внимание короля и подсунуть ему свою кровинушку, сериал превосходно демонстрирует, насколько молоды и Рейнир, и Элисента. Большинство политических махинаций, происходящих на этом раннем этапе, находится вне их контроля. Дэймон Таргариен в исполнении Мэтта Смита, персонаж, который мог бы быть жутким, раздражающим или того хуже, безумным, в итоге становится почти симпатичным благодаря своей игре, в которой он делает все возможное, чтобы сохранить естественность и натуральность персонажа. Будет ли это продолжаться в дальнейшем, никто еще не знает, но если абстрагироваться от не самых натуральных париков, то в Доме Дракона более чем достаточно хороших актеров. Хотя, возможно, для некоторых зрителей этого все еще будет недостаточно, чтобы забыть конец Игры престолов. Но не стоит винить HBO за попытку начать все заново. И если руководство канала действительно пришло к осознанию, что последовательные и обоснованные поступки героя в рамках сюжета важнее, чем шокирующие повороты, то, возможно, у Дома Дракона есть огромный потенциал. И несмотря на то, что, как я уже упоминал, первая серия экспозиции, она тоже сумела подарить зрителям пару интересных сведений о мире Вестероса. Но самое важное из них, на мой взгляд, пророчество Эйгона. По крайней мере, теперь мы точно знаем, что белые ходаки почти одержали победу. Они были постоянной угрозой на протяжении всего основного сериала. Король Ночи и его армия мертвецов медленно продвигались к Семи Королевствам, пока их не остановили Джон Сноу и Дейенерис Таргариен. Премьера рассказала, что у Эйгона Завоевателя было видение, которое он назвал «Песнь льда и огня», прямо как название книжной серии. Эйгон предвидел войну, которая будет терзать Вестерос и угрожать человечеству. Войну, которая придет вместе с долгой зимой. Он говорил о Короле Ночи и белых ходоках, которые были главной мотивацией Эйгона для объединения Семи Королевств. В пророчестве также было сказано, что если в момент наступления долгой ночи на Железном троне не будет сидеть Таргариен, то весь ныне процветающий Вестерос
Вестерос падет. Однако важный момент заключен еще и в том, что пророчество передавалось через правителей из уст в уста, но было утеряно во время восстания Роберта. Дом Дракона прямо говорит, что восстание едва не стало причиной конца света. Отстранение Безумного Короля и всех остальных Таргариенов от власти означало, что пророчество так и не было услышано ни Дейенерис, ни ее старшим братом Визерисом. И если бы королю Роберту все-таки удалось убить Дэнни, то вполне возможно, что Король Ночи победил бы в битве при Винтерфелле. Безусловно, устранение Безумного Короля было необходимо, он бы уничтожил королевство даже без вмешательства нежити. Но когда Рейгар сбежал с Лианной Старк, это положило начало новой цепи событий. Если бы Таргариенам позволили остаться у власти, или если бы Лианна была честна со своей семьей, то королевству, возможно, было бы лучше. Но север и юг в итоге разделились, устроили масштабную войну и даже не верили в существование ходоков. Сама того не зная, Дейенерис выполнила важнейшее предназначение своего рода. Дом Дракона, впрочем, немного уходит от известной истории Эйгона Завоевателя. В книгах он покорил Вестерос исключительно из честолюбивых побуждений. Неизвестно, знал ли Эйгон о белых ходоках, поскольку Джордж Мартин еще не завершил его историю. Шоураннер Райан Кондал при этом рассказал, что включение видения Эйгона в сюжет было идеей самого Мартина, что, вероятно, является намеком на то, что этот же момент будет добавлен и в книге. Проблема все еще в том, что Таргариен не был на троне, когда были побеждены белые ходаки, но Ария Старк победила Короля Ночи тем же кинжалом, который владел Визерис в первом эпизоде, что делает пророчество Эйгона не совсем точным, хотя Джон Сноу и Дейенерис присутствовали на передовой, и оружие принадлежало Дому Дракона. Да, естественно, все это как сова, натянутая на глобус, но стоит понять и шоураннеров. Они пытаются переписать уже существующий канон нового сериала приквелом, и, возможно, получится это неплохо. На этом у меня сегодня все, спасибо за просмотр. Пишите в комментах свои мысли по поводу первого эпизода и ожидания от следующего, и до встречи в новом выпуске. Пока.